приветствую на своем канале. Сегодня делаем выкройку с фермуаром. Замеряем фермуар. Он у меня 15,5 сантиметров. Здесь делаем центр. Желательно веревочку, ниточку повесить. Вот эти поцелуйчики у меня попадает серединка между вот этих отверстий. Я взяла обыкновенный в клеточку лист. Так я не прохожу, а вот так самое оно. И что я делаю? Нахожу середину, обвожу фермуар по внешней стороне. Хорошо мы поддерживаем. И проводим до вот этих шарниров. Смыкаем все непрочерченные линии. И что нам нужно? Вот мы берем. У меня как раз отверстия попадают на уголки, и замер я буду производить от этих вот отверстий. Мы должны увести в сторону линию ровно столько, сколько у нас вот от помеченной до наших размеров. Вот у меня 4 сантиметра. И поэтому в сторону, в эту точку ставлю, и сколько мне нужно, я вширь вот так ее отвожу. На заготовке с двух сторон я сделала себе из нитки пометку центра, но близко к верху не надо делать, спустите ее вниз. Совмещаю, смотрю, и сделала сюда пометочку, вот нарисовала. И теперь мы должны с вами увеличить сторону. Она у нас будет двухшовная, без боковых вставок. И вот так произвольно мы с вами рисуем. Вот это вот сама пометочка, это будет припуск на швы. Поэтому сюда я прибавляю припуски на швы. И теперь какая она будет? Она у меня немножко будет внизу, будет донце. Я не считаю припуски на швы. И, допустим, я делаю 1,5 сантиметра. Готовый вид у меня будет 3. Если у вас здесь проходит шов, то вы должны, соответственно, прибавить. Вы захватываете тогда сюда и сюда, чтобы у вас было одинаковое расстояние. Если у вас без нижнего шва, то боковой шов вы выкидываете и делаете вот такой квадратик. И теперь мы можем вырезать одну сторону, или вы выкройку по пометке посередине складываете вместе и все просто вырезаете. Вот что у меня получилось. Вот наша уходит в сторону расклешения. И вот так. Если вы делаете подкладку, пришиваете к своей работе внутренним швом, то такую выемку вы не делаете. Вы выкраиваете полностью. Здесь делаете надсечку. Это у вас пойдет в шов, а это пойдет во внутренний шов. Ну, как-то так. А у меня будет подкладка пришиваться просто кверху, обрабатываться оверлоком и пришиваться к фермуару. Выкроила подкладку. Теперь мы с вами прошиваем подкладку, боковые швы, делаем низ, прошиваем нашу заготовку на косметичке, тоже делаем низ. Вот что у меня получилось. Вот такие уголки, их чуть-чуть надо еще выпрямить. И подкладка. Теперь мы вставляем подкладку вовнутрь, совмещаем боковые швы. Это все фиксируем. Вот эти боковые швы вы делаете в разутюжку в разные стороны. Чтобы швы смотрелись хорошо, вы можете пройтись паром. В самый край я проложила строчку, чтобы соединить с подкладкой. И сейчас я обметываю. Но когда обметываете, смотрите, у вас здесь зазор 0,5 мм, чтобы ваша строчка на лицо не выглядывала. Центр на фермуаре я просто наживила нитку. Теперь мы открываем, чтобы не потерять пометку. И совмещаем наш центр с нашей пометкой. Мы вставляем. И я всегда наживляю. Потихонечку туда вставляю вовнутрь. И через край я делаю. Мне так удобней. Желательно наметку делать с середины. Видите? Просто через край. Когда вы все сметаете, потому что углы, они всегда выскакивают,
С наметкой проще. И когда вы все сметаете, вы можете начинать пришивать с любой стороны. Но они всегда пришиваются с середины. С середины вы идете в одну сторону, потом идете в другую сторону, сюда и на середине заканчиваете. И потом переходите на второй. Ну вот, с вами наметали. И теперь смотрим, где не так, что не так. Все проверяем. Может быть, где-то надо было бы подсадить. И теперь берем плотную нитку. Я буду делать полиэстером в 2 нити, так как это у меня кошелек. Если вы прошиваете сумку, то берите шелковую нитку, какую-нибудь прочную, чтобы она у вас не рвалась и держалась хорошо. Когда вы прокалываете через дырочки, пропускаете нить, иногда бывает, что нитка рвется. В основном производители у нас китайские фермуары бывают. И вот на этих углах бывают очень острые. Я взяла бежевую нитку. И вот посмотрите, она довольно-таки прочная. Но такой же полиэстер есть. Он быстро рвется. И я взяла нитку, не знаю сколько сантиметров. Делаю узелочек. Нить у меня в 2 сложения. С обратной стороны мы загоняем нить вот в этот паз, узелок точнее. И с середины попадаем в дырочку и потихонечку сначала мы идем в одном направлении, возвращаемся, у нас получаются промежутки между нашими стежками, а в обратном направлении мы заполняем, проходим в эту сторону, чуть-чуть неправильно я положила, и идем сюда и заканчиваем также с изнанки. И по ходу пришивания мы с вами убираем эту наметку, чтобы она у нас в стежок не попадала. Когда вы пришиваете, у вас иголка проходит под углом. Но иголку стараемся выводить, вот посмотрите, ближе к железке, вот к этой, к краю. Далеко сюда не залезайте. Обратите внимание вот сюда. Я прошла в одну сторону, развернулась, и теперь я просто заполняю также эти пространства. Вы всегда чем-нибудь остреньким туда подпихиваете, чтобы у вас было аккуратно и ровно, и чтобы ваша строчка захватила вашу ткань, а то в процессе носки у вас все развалится. И вот у меня вторая. Но вторая маленькая. Или очечник, или футляр под телефон. Вот я сделала выкройку, прочертила линию, и от нее я плясала, будем так говорить. Уклон у меня 2 сантиметра. Мало, но как получается. Все выкроила. И теперь мы делаем все то же самое. Уголки я здесь не вырезаю. Я, когда прошью по прямой, я сама сделаю уголки. А потом лишнее я отрежу. Ну вот, такой результат у меня получился. Уголочки у меня здесь маленькие, буквально 2 сантиметрика. Вот у меня телефон, он с чехлом. Он сюда хорошо входит, все закрывается. И вот такая косметичка. Здесь можно взять тоненькую иголочку и пропустить бисер. И будет красиво смотреться. Вовнутрь можно пустить кружева. Ну, здесь у меня чистенько. Может быть, я потом и сделаю кружавчики, отделаю. Вот, пишите комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.